На данном этапе я решил пойти против системы. 668. 668? Попробую определить, где именно я допустил неточность. На 7 метрах диагонали это вообще несущественно. С математикой у меня что-то не клеится. Крыша у меня будет 6 на 4. Сейчас попробуем. Так будет намного крепче и надежнее. Крыша, к сожалению, получилась не такая уже идеальная. Вот так приблизительно получается. Вот здесь немного промазал. Этого будет достаточно, чтобы выдержала снеговую нагрузку зимой. Посмотрим, как его сюда вообще закинуть. Правильнее, наверное, было ее сразу сделать. Всем привет, меня зовут Максим, и сегодня мы наконец-то займемся монтажом крыши моей беседки. На данном этапе я решил пойти против системы. В чем это будет заключаться, расскажу дальше по ходу видео. Ну а начну я с проверки основания, на которое будет опираться стропильная система. Казалось бы, каркас уже собран, все должно быть ровно, но прежде чем устанавливать стропила, давайте это проверим. Сначала проверим плоскость, а затем диагонали. Проверка верхней плоскости по уровню и диагонали точно мне скажут, смог ли я построить свой каркас беседки точно. 668. И будет ли ровная крыша в итоге. 668? Любая неточность, как я уже говорил, может привести к неровности крыши. И на данном этапе это уже никак нельзя будет изменить. 2 сантиметра разницы на диагоналях. Я думаю, это вообще несущественно. Потом стропилами выровняю точно. Кстати, кто смотрел мое видео про укладку плитки, как я готовил площадку под эту беседку. Вот пока ни бурьяна, ни провалов, ничего такого нету. Теперь займемся стропильной системой. На крышу я подготовил 7 стропильных досок. Они у меня 150 на 50, длиной 4 метра, ну даже 3,90. И поперечная направляющая, это у меня брусок 50 на 50. На этот раз с досками я не заморачивался, так как с досками на столбы я их просто струганул электрорубанком, выровнял плоскость. Электрорубанок реально равняет после того, как доски уже подсохли. У них очень много дефектов. Струганул, снял фаску и обработал пропиткой цветом орех. Крыша у меня будет другого цвета, она будет под орех. Сейчас я закину все стропила на крышу на свои места, выровняю все, проверю диагонали и сделаю запилы под опорные места на поперечные балки, для того, чтобы стропила опирались не на угол, а на всю плоскость поперечных балок. Можно было закинуть одну доску, замерить на ней и по шаблону стянуть все доски в кучу и по ней сделать запилы на всех остальных досках, но крыша, к сожалению, получилась не такая уже идеальная. Где-то может быть сантиметр-два разбежность, поэтому буду отмерять по каждой доске. Устанавливаю 2 стропильные доски по краям. Теперь по ним надо проверить диагонали. Для того, чтобы померить большие расстояния одному, высверлил одну заклепку, сделал отверстие в рулетке. Берем саморез или шило и закрепляем в начальной точке саморезом или шилом. А для того, чтобы еще не закрепленная доска не ушла, вот такую конструкцию, из 2 струбцин. И меряем диагонали перед тем, как закрепить. 717. 717. В отличие от диагоналей самого каркаса, диагонали по стропильным доскам вообще получились в идеале. Теперь я сейчас сниму их, сделаю запилы. Запилы под балки для того, чтобы стропила ложились на балки всей плоскостью, а не углами. Так будет намного крепче и надежнее. Потом кидаю все остальные стропила, выравниваю их по нитке и делаю запилы на остальных стропилах.
Так работаем дальше. Вот такие вот небольшие запилины надо будет сделать сейчас на всех вот этих стропильных досках. Запилы получились очень маленькие, ведь угол наклона крыши будет всего лишь 3 градуса. Думаю, этого вполне будет достаточно для стека воды от дождей. Ну а снег, ну, он в любом случае, даже если сделать 10-15 градусов, он сходить не будет. Да мне это и не нужно, чтобы он здесь насыпал мне под стенку. Главное, чтобы выдержала такую снеговую нагрузку сама крыша. Много лет назад я делал этот вольер тоже с небольшим уклоном крыши. Обрешетку делал через каждый метр. Профильная труба 40 на 20. И не помню, полметра, наверное, между деревянными досками. И снег, грубо говоря, здесь немного ее проваливал. Пришлось опереть посредине на такую стойку. Я пошел против системы. Стропил у меня будет всего 7. На 6-метровую длину крыши это через каждый метр. Как раз на ширину листа поликарбоната. Обрешетка у меня будет каждые 65 сантиметров приблизительно. Это 4 направляющих на 2-метровый лист поликарбоната. Думаю, этого будет достаточно, чтобы выдержала снеговую нагрузку зимой. Наметил, где у меня будет обрешетка. Сделаю запилы здесь, не знаю, 40-45 миллиметров, чтобы утопить обрешетку. Это у меня брус 50 на 50, но он строганный и немного меньше в диаметре. Для того, чтобы это все не торчало и было приблизительно в одну плоскость. Хотел собрать весь этот пакет досок в одну, стянуть его и циркуляркой сделать запилы. Но доски не идеальные, они немного гуляют. Тут плюс-минус 2-3 миллиметра. Думаю, получится неровно, поэтому буду запиливать на каждой доске отдельно. Не думаю, что это ослабит сильно конструкцию, но сделал вот такие вот запилы под этот брусок на всех своих стропилах. Прокрасил их, если там будет где-то немного просвет, чтобы он не был белый. Ну, верх стропил я не хотел красить. Также и брусок тоже вверху не прокрашен. Сейчас опять закидываю стропила наверх. Разметил, где они будут стоять. Через каждый метр, как я уже говорил. И буду монтировать. Крепить стропила буду вот такими вот болтами. 260 миллиметров. Ну а крайние стропила, наверное, на конструкционные саморезы. Потому что там край доски, не хочу, чтобы лопнуло. Хотя все равно буду засверливать.
Вот здесь немного промазал. Болт ушел в сторону. Пришлось пересверливать. Вот здесь пытался вылезти. Для таких засверливаний лучше использовать специальное приспособление, которое строго вертикально сверлит. Все стропильные доски я кинул. Теперь буду кидать вот такие вот поперечные направляющие. Проблема в том, что они у меня 4-метровые, а крыша длиной 6 метров. Придется где-то на одной из стропилин делать запил под 45 градусов и ложить, добавлять кусок и ложить одну на одной. Такой вот брусок. Ну, вот так приблизительно получается. И здесь надо еще докинуть 2 метра. Ну, как-то вот так должно получиться. Так как направляющая 4-метровая, я сделал их через одну 4-метровую. С одной стороны здесь буду добавлять 2 метра. 4-метровая с другой стороны. Там буду добавлять 2 метра. Для равновесия, для распределения нагрузки. Наконец-то пришло время монтировать сам поликарбонат. У меня бронза, профильный поликарбонат. Правда, я еще хочу сделать облицовку по периметру крыши. Правильнее, наверное, было ее сразу сделать, но уже не терпится монтировать сам поликарбонат. Сначала я хотел пойти против системы и монтировать его в нижнюю волну на обычные кровельные саморезы. Ну, потом даже купил их. Но потом одумался и купил специальные крепежи, такие пластиковые, и саморез 4,5 на 45 с большой прижимной шляпкой. Буду все-таки монтировать по-правильному. Поликарбонат с защитой от ультрафиолета. Правда, эта защита только с одной стороны. Вот здесь дата изготовления и надпись «Сторона до солнца». У меня будет в одну линию 6 листов поликарбоната. Советую их разложить сразу все и померить, потому что с математикой у меня что-то не клеится. Один лист 1,04 м. Нахлёст волны 7 сантиметров. У меня получилось на 6 листах, вернее, на каждом листе минус 3 сантиметра. На 6 это 18. Думал, получится 5,72. Смотрим. Вот край. Вот 6 листов. Ровно 6 метров. Сейчас посмотрим, как его сюда вообще закинуть.
Так, теперь это все надо выровнять и закрепить. Сошлось практически идеально. Это просто участок кривой. Стык ровно на бруске. Нахлёст буду делать небольшой по ширине бруска. Свес вот здесь буду делать 5 сантиметров. Сейчас померяю и буду пробовать крепить. Как работает этот крепеж? Сверло на 10. Меняем сверло на биту, потому что второй шуруповерт у меня в ремонте. Берем эту пластиковую пипку и шестигранником закручиваем. Придерживаем пальцем, чтобы она никуда не делась. И саморез. Я бы с легкостью пошел против системы и смонтировал бы поликарбонат обычными кровельными саморезами вниз волны. Но стал вопрос в том, что нахлест поликарбоната идет в основном поверх волны, и крепить его надо будет именно вверх волны. Поэтому я решил все-таки сделать по-правильному и закрепить его специальным креплением вверх волны. Ну, обычными кровельными саморезами можно также с легкостью закрепить поликарбонат. Главное придерживаться нескольких правил. Это сделать отверстие на 2-3 мм больше, чем сам саморез, и не зажимать его наглухо, а как только резиновую прокладку под прижимной шайбой начнет немного раздавливать, дальше уже не крутить. Но мне все равно кажется, что это пластиковая херня маленькая. Высота волны 18 мм, а здесь 18 явно нету. Не мерил, но она меньше. Изначально у меня было 200 саморезов с вот этими пластиковыми пыпками. Считал, как прикрутить. Решил прикручивать на стыках листов и по краям, где через 2 волны, где через одну, а промежуточные, где через 3, где через 4. Еще немного саморезов осталось. Не знаю сколько, не считал. И делал так, если здесь саморез идет у меня в 3-ю волну, то здесь саморез у меня идет в 4-ю волну. Здесь по краю иногда даже через одну. Остальные докручивать не буду. Получится уже неравномерно. Вот так выглядят крепления изнутри. И светопропускаемость крыши тоже. Напомню, это бронза. Светопропускаемость не помню сколько. И с математикой у меня действительно плохо. Хотел, чтобы нахлест
поликарбоната был четко по стропилам. Ну, местами вот, видите, все равно выглядывает. С этой стороны нету. Здесь тоже. Здесь нахлест чуть-чуть тоже видно. Здесь я торец планирую зашить досками, чтобы тут было красиво и не было видно волн поликарбоната. Также сбоку тоже планирую торец зашить досками. Несмотря на то, что с кровлей я уже закончил, но работа тут далеко не завершена. Подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в следующих видео. Я думаю, оно тут про беседку будет еще не одно. Буду зашивать заднюю стенку, какие-то перила буду делать, зашью торец кровли, будет самодельный диван угловой. И я думаю еще сделать стол из тех слэбов абрикосы и эпоксидной смолы. Подписывайтесь на канал и оставайтесь на канале. Дальше увидим, как эта вся конструкция переживет зиму, выдержит ли снеговую нагрузку. Правда, я буду еще усиливать эту всю конструкцию, как я уже говорил, задняя стенка, перила. Но посмотрим, как поликарбонат с обрешеткой такого шага, как я сделал, выдержит снег. Всем спасибо, пока.